И до самого багрового рассвета ту же плёнку крутит даже кассеты. Когда это наша песня будет спета, видимо, мы будем уж лютым ветром. И до самого багрового рассвета. Здесь я проходила мимо и познакомилась с ребятами, которые здесь выступали, прямо здесь. У одних заводы, дома, пароходы, у тебя даже нет стабильной работы. У тебя на сегодня другие заботы, экзамены, зачеты, рифмы, ноты. Студия находится вот под этой башней на первом этаже. То есть это твое рабочее место, да? Да, это мое рабочее место. Из казанских, я так знаком с каждым из творчества казанских рэперов. А так вот, чтобы прям слушать, у меня в плеере нет. Есть много интересных ребят, кто делает потенциально крутых исполнителей. Он, я думаю, все-таки такой смысловой. В плане он душевный, философский. Взять даже вот, если просто, каждый Диман, допустим, да, он там читает «Время песок, время вода». Вот, или там «Сегодня первый день остатка твоей жизни». То есть у него форма очень такая, злостная, так скажем, да, и тяжелая, но очень глубокий смысл, и его надо просто реально сидеть и слушать. Выброси бред прожитых лет, нет запретов, нет границ. Мы летим выше птиц, истина смыта потоком веков, хитросплетение слов и оков. Человек не ниже богов, нет, брат, не ниже богов. Время остановить, падение вниз, нас не надо учить, как положено жить. В суете не потеряй путеводную нить. И сегодня просто, не думая завтра, ведь истина здесь и сейчас у каждого своя правда. Сегодня первый день остатка твоей жизни. Время приближается медленно, а уходит быстро. Первый день остатка твоей жизни. Шейх Руси. Вчера был хороший вечер. Не, вчера дома сидел, как порядочно. Я говорю, хороший вечер. Сегодня могу себя... Не было общения среди рэперов, соответственно, не было определенной тусовки какой-то. Я говорю, давайте соберемся, просто мы будем сидеть, общаться, пить чай и разговаривать вообще о рэпе, будем показывать свое творчество. Кто-то сделает, допустим, новый трек, пришел и скажу, ребят, я вот вчера сочинил, дайте мне обратную связь, что мне тут доделать? То есть это проект нацелен на развитие хип-хопа именно в Казани. Улучшение его. Почему у нас нет крутого рэпа в Казани, допустим? Так скажем, нет крутого. в плане есть крутой рэп, нет, его просто не знают. И, неожиданно, примерно в году 10-м, наверное, мы записали несколько треков под дабстеп. С тех пор никто не может сделать это нормально. Макс Корж пытался сделать, но он говняный, исполнитель. Нет, как исполнитель, он, конечно, молодец. Еще как человек, наверное, может быть замечательный. Я с ним лично не знаком. Он стал популярен через 3 года после того, как я записал на дабстеп. А он записал на дабстеп 3 года спустя. Вот я всем это повторю. Слышали, да? У нас еще был 2 друга, которые неожиданно узнали, что они тоже входят. Роберта. О, лысый брат! Мне кажется, это одна из самых больших и чудовищных проблем казанского рэпа в целом. Потому что все вот эти тусовки никогда не были за одну идею. То есть все делали для себя, что ли. То есть бывает же, когда вы там холодно, и ты спишь и тянешь одеяло на себя, а вот тебя рядом спит девушка, она тоже ей холодно, она начинает на себя тянуть. И как дураки, в итоге никто не выспался. В итоге никто не выспался. Вот. Надо обняться было просто. Да, блин. А мы тут все в одном котле. Казань город не такой большой. И нет, чтобы сделать что-то большое какое-то общее движение, чтобы там все друг друга поддерживали, да, вот как вот эти, чернокожие, да, там в Америке. Они же кто-то что-то записывает, там, вот там от души мой брат там записал, мой нигер там туда-сюда. Респекты друг другу, уважение, реклама та же самая. А у нас там, ребят, я трек записал, послушайте. Да, хуй с тобой. А я-то знаю, наступит день, когда я буду выезжать из дома на Порше своем.
так мы живем вдвоем. Это не сон, это не сплю. Меня по жизни куда-то несет. Я его писал как андеграунд трек, прям такой, это не сон, это не все, там прям, ну, А ты что вот. понимаешь под андеграундом? Ну, это значит такой блатняцкий рэп, в общем. Пацанский? Такой. Да, пацанский блатняцкий рэп, без вокала, без ничего, прям такой, мы там про улицу, там, и меня по жизни куда-то несет, там, да, там, ну, тоже. Ну, это стиль именно звучания такое. Для меня андеграунд больше именно звучание. А смысл Вот. текста? А смысл текста... А потом я люблю брать текст и его раз на один минус, на другой, на третий, на пятый. И потом я дошел до этого минуса, я такой, о, звучит прикольно. И думаю, дай-ка я его сделаю. И я его сделал. Вот именно. Ну, а такой, что такой. вдохновило вот на это стихотворение или на этот текст? Я не знаю. На этапе создания я полностью отключаю свои мозги. Я полностью доверяю процессу, полностью доверяю Выгоняю тому, что... Решата? Выгоняю Решата всех. Бывает тут... Или у меня Саня фокус такой говорит, давай врубаем мину, сейчас Ильяс что-нибудь начнет. То есть я начинаю что-нибудь стелить. В общем, я люблю припевы создавать. То есть у Димана, там, Диман приходит, говорит, ну, делай припев. То есть там пришел Хамиль, говорит, сделай припевы. Йоу-йоу-йоу, всем привет. Это Диагноз Рэп Рекордс. Диагноз Рэп здесь, Хамиль здесь. Все наши здесь. Это Казань, 2017, начало года. Следим за успехами, следим за продвижением. Мне нравится послушать все, что... Вот весь текст, то, что было. И создать что-то прям такое... Микс какой-то. Прям в припеве основную кач создать. Наша туса круто по-любому. Наша туса круто по-любому. Туса круто по-любому. Попал на нее ты как будто в омут. Утром обморок или кома. Ночью будет лова, детка. Слышай, здорово, ведь мы были незнакомые. Снова дома у порога. Снова виски, кока-кола. Туса пьет полным ходом. Места нет, битком народа. Блин, ребята, вот дела. Малого погнала по волнам. Я ходил, короче, в клуб. Мне, в общем, тоже текст надо переделать здесь. Там, короче, знаешь что? Вот там место, вот прям такое. Я его сейчас отпишу, я думаю, больше не буду писать. Ну, я по образованию учитель английского, и мне как-то ближе этот язык. Мне больше нравится этот стиль американский, ну, американского хип-хопа, рэпа. Не знаю, как-то я всегда слушала только песни на английском языке, русский рэп я что-то как-то плохо воспринимаю. Нет, никого. Я могу некоторые песни послушать, например, песни Басты, Касты. Ну, так. Но это не то, что они в моем плейлисте, просто так послушать могу. Вон на камеру работает, блядь, понёт, что Oh, have the Super Bowl like the Mama's movie do. I can help to air the creature like the Monterey's do. I came in here to be the star, I came here to show. Your mic is on and beat is born and brothers, here there's no returning. Here I go. Listen, let's hook with me. Don't care about the beat. The hip hop is my dream. The way I wanna live. Listen, let's hook with me. Don't care about the beat. The hip hop is my dream. Сочинила я ее случайно, однажды утром проснулась просто и написала за 2 часа. Хотя шла я к этому очень давно и долго, и не знаю, почему не получалось. Вот. Нашла в интернете бит, послушала, написала. Песня о том, кто я и откуда, как я хочу жить. В принципе, так она и называется. И второй куплет это как бы дис на всех. Ну, о том, что люди воруют строчки из чужих песен, о том, что они выпендриваются. Ну, в общем, вот такие вещи. Проект «Мама Африка» — это пока мы занимаемся доставкой еды африканской. Этот проект был создан для того, чтобы... Вообще, в будущем мы планируем сделать кафе с посадкой людей. Затрагиваем социальные проблемы.
Одна из них – это расизм, который здесь, как ни странно, развит. Вот, это случается часто, и как бы мне больно на все это смотреть, тем более находясь в таких отношениях. И поэтому я решила, что проблему можно решить хотя бы одним способом, через желудок, так сказать, познакомить людей с культурой еды, с образом жизни. И, соответственно, это был бы дом для африканцев, где они могли собираться каждый вечер, обсуждать свои проблемы, ну, в общем, друг друга поддерживать. Я типа расистка? Ну, типа того. Ну, типа, есть такая смешная шутка, что когда ты встречаешься с черным, тебе уже official можно говорить так. Ну, кто-то так считает, но кто-то считает, что все равно нельзя. Ну, это же просто искусство, это же просто подражание. Типа, я тоже черная внутри. Как бы это просто стиль. Конечно, я никогда не назову, просто общаясь, какого-то человека словом. Вот. Ну, это неприемлемо для меня даже на английском языке. Темнокожий, мы их называем так. Ночью бывало, тело не слажено, не мог попасть ключом в замочную скважину. Чело на век, чело на час, золотая шутка, хули выхаживать нас. Слепо не снятся, если мир станет злым, поставим лайки, почешем яйки, прогоним сук с обочины, где-то цепь позолочена. Какое-то слово, вот у меня просто к нему отношение не очень какое-то душевное. То, что рэпер. Ну, вот это связано с моими ассоциациями. Ну, какие ассоциации слово рэпер у тебя вызывает? Больше, наверное, люди, которые пытаются просто тупо срубить, денег. САУ, то есть как САУ это было? То, что я приехал в Москву, то есть все это мы договорились, обсудили, и я уехал в Казань. То есть я не находился долгое время в Москве, я просто был в Казани, и, соответственно, ребята мне помогали просто, из Москвы. То есть, какими-то там своими этими. Ну, ты был частью формально этой тусовки, да, получается? Я был... Вот это тоже сложный вопрос. По факту, да, то есть, это было так, да. Я был на САУ, то есть, да, я был с ними, но я с ними особо не общался, вот. Что это тебе дало тогда? Мы в основном, то есть, по WhatsApp, если серьезно говорить, по-честному, то есть, в основном по WhatsApp, то есть, не было вот этого какого-то живого общения, не было общения помимо, все равно же бывает общение у тебя чисто по делу, как деловое общение. А бывает, когда ты с человеком и делом занимаешься, и в свободное время, допустим, куда ты едешь, ему помогать, что-то он тебе помогает, или вообще вы просто сидите и общаетесь на какие-то другие темы. Вот такого не было. Просто, как-то так. А по счету казанского рэпа, что ты можешь сказать? Казанская рэп-сцена. В каком она состоянии? Какие перспективы? Честно? Честно. Твое мнение? Я даже не слежу за этим. Не знаю. Ты не общаешься с рэп-тусовкой? Да, я не общаюсь, потому что, эти люди, они мне не совсем близки по какому-то, по складу духа, по складу ума, может быть, вот. У меня немного другие цели и какие-то, может быть, не знаю, какие другие планы. Я так не умею вот это, как это так. Как пиу-пиу-пиу. Все, пистолеты. А темные очки, давай. В образе давай. Зашел в дверь и изменился. Понять, но не понял. Да. Мне иногда хочется... Я тебя скину в личку, короче. Так, окей, идет. Дальше идет, здесь идет. Извратился. С чем? С наушниками. Что там? Что-то им нехорошо, по-моему, наушникам. Вон. Нормально все, они же висят, ты че? Ты у них спросил, ёптить.
Вот что бывает с людьми, которые не ходят в школу. Порнозвезда, порнозвезда. В голове лишь ветер, ты моя порнозвезда. Снимай все, пока тебя снимают дым. Ты хотела, чтобы я был рядом, и тебе надо телефоны, тачки, надо денег, пачку, под стол, жвачку. Да, много хочешь. Я такой не делаю. Буду заговорить с папами, это автопортреты, цветы, букеты. Этого не будет никогда там, где ты. Оу, в объективе валишь меня контрацептивы. Тебе не нужны и перспектива. Вся в тебе она долбит сильно. Она лежит меня, будто леденец. Трет помаду задом, нет, это ей не надо есть. Детка под пусиным, феном, амфетропилом. Вымрет половина, мы с тобой топим льдины. Покорная оторва снова хочет моей крови. Я пою ее винам, мы подливаю градус моря. Типа, вытирает жопой помаду, что-то вот. Да бля, вот смотри, ну типа она мне... разобраться, да, ты хочешь разобраться? Ну типа, девочка в рот у меня взяла, да? Давай дойдем до сути. Это кошки так не все могут сделать, блядь. Девушка взяла у меня в рот. Девушка у меня взяла в рот, оставила мне там помаду. На жопе. На писюне. Она решила об жопу вытереть тебе помаду. И потом Типа, ой, пардон, я тебя испачкал, я об... Своей жопы потом это самое... Вот оно чё, так ты бы так и сказал. Ну ты думал, пиздец как оно, шаришь, блядь, это же понятно, всем кроме пиздец лысых. вообще. Я тоже как раз писклявый такой был в детстве. У меня сейчас голос лет на 16 где-то тянет. Нифига пафосно у тебя здесь. Вообще. Мы с Машкой глухо живем. Мать меня поддерживает то, что я не вру в текстах. То есть я вот что зачитал, то есть оно, или было хотя бы. Вот. Пау! Нарабатывай стиль, я недалек, мне не надо грустить. Это порок, не просите простить. Все, кто со мной, забивай и крути. Воют, не любят, клевещет и похуй. Каждый МС так отъехал за полку. Сука со мной, и она хочет порку. Выбираю между ладонью и плеткой. Вообще мать тоже, как я, она обращает внимание не на текст, а на грув, мелодичность и так далее. А, ты говорил, да, тебе важна музыка. Вот, да, и, кстати, ты я этим заразила. Да? То есть ты еще ее как бы втягиваешь в свою хип-хоп культуру? Да, я же говорю, она уже за километр видит оригинал или паль. Из одежды, что ли? А ты еще ее трендом всяким... Да, мы постоянно в паркхаус идем, допустим, вот я смотрю, смотри, банцы паленые. Всем привет! Здорово! О, Ирам подъехал. Как зовут друг? Марвел? Марвел? Ничего себе. Iron Man. А где DC? Готовимся к Open Air вечеринке от хип-хопа на диване. Хип-хоп под Шаляпиным. Видеоблогер это одно, а когда ты влоги ведешь, это немножко другое. То есть я снимаю в своей жизни что-то. Вот, допустим, у меня фан-база, вот у меня 4 беседы есть, где я состою, и там мои слушатели. И они, допустим, спрашивают, типа, вот как ты день сегодня провел? И я такой, блин, ну долго рассказывать, да, я потом влог отмонтирую, и тебе скину, посмотришь, там, туса была так и так. И в итоге я просто влог скидываю, и люди смотрят, кому интересно. То есть мне фактом вообще до лампы вся вот эта популярность на ютубе и так далее. Я хочу популярности в рэпе. Но если на то пошло, с ютуба сейчас вывести намного проще. Там, потому что все, меня походу заметили, чувствую, сейчас начнется, сейчас в личку напишут, еще тут, там, загасит мне личку, мне плюс 600 сообщений, я не знаю, как с этим разбираться. Каждый день, что ли, плюс 600? Нет, вот сейчас вот у меня плюс 600 сообщений набралось, я не знаю, мне даже прислалом что-то удалять. То есть они вот есть, и пускай остаются. Ты даже не читаешь их, да? Нет. То есть мне много народу пишут. Если что... А что хотят? То есть... Да в основном, вот, фанатки малолетки есть, они вообще, например, пишут, типа, как у тебя дела? И так далее. Ну, привет, как дела, тыры-пыры, о чем-нибудь разговорятся. Потом начинается, я могу же тебя считать своим другом? Ну да, я совершил один раз такую ошибку и сказал, ну, можешь, конечно. И началось. Неделя еще общений, потом пошло. Я тебя люблю, я ради тебя вену вскрою. Я то, я сё, я это, 5-10. Думаю, как ты взрослеешь. Детка хочет порно, и я для нее вудман. Будет двигать жопой, пока я сера пудру. От ее лица, но стать нет сама серой. Глотай, я связал ей руки, соседи слышат звуки. No!
yalğız bari tek yol ham sen, ay ham biz, su ham tuz. Күзгә эшләр тула, бары тик синең кебекләр генә моңа түзә ала. Эй, инем, юкка борчылма, бөтен кайгыларыңны җыеп ушыңа. Татарский рэп в Казани. В каком сегодня состоянии сейчас? Ну, он живет сам по себе. Есть много сторонников, есть много исполнителей. Некоторые из них уже давно этим занимаются, некоторые только-только начинают. Некоторые просто разово делают что-то подобное, а потом уходят из этого. Я знаю тех, кто более-менее хорошо делает. А кто это? Ну, из молодых это можно назвать Yellow Side, Олтан, Кактус, Black Bars, в частности, Рамиль из этой группы. Вот. А вот ты же сам исполнитель. Да, но я имею в виду из молодых. А из тех, кто еще 10 лет назад начал, это Шакур и мы, Тифак. Ну вот мой коллега-музыкант недавно выдвинул такую теорию, что со временем вот мировая музыка, допустим, исчерпает потенциал африканской, карибской музыки, которую она сейчас заимствует, и вынуждена будет переключиться на что-нибудь еще. То есть будет искать подпитку из других, допустим, культур, из других народов. И, в принципе, татарская музыка может тоже послужить для кого-то там отправной точкой или источником каких-нибудь новых идей. Недавно только вот пришел в Министерство культуры, когда пришло время там приглашать артистов на сабантуи, они распределяют на все сабантуи, среди всех артистов распределяют, кто куда поедет. Вот. И люди, которые этим занимаются, они впервые, вот в этом году впервые услышали о том, что есть такая музыка на татарском языке. То есть я открыл наш сайт, и они такие, ничего себе, неужели татары начали производить такую, ну, современную качественную музыку? Это татарская музыка, это другое мышление просто. Какое? Я не знаю, ну там прям, я не знаю, как это объяснить, надо просто пообщаться. Ну, ты слышал что-нибудь из татарского рэпа? Ты слышал? Ну, блин, ну мне это не вкатывает абсолютно. Ну, какие эмоции вызывает? Я смеюсь. Мне смешно. Потому что ребята делают не потому, что они не ради своего предназначения, а потому что, блин, либо они хотят в клубе выступить, потому что больше татарский рэп никто не делает. Ты там сделал одну песню татарскую, типа, о, татарский рэпер, единственный наш. Татар кызымында микрофонны жемереп ташларга пиктатели. Мин телем хайп, мин телем вайп, мин телем миллион лайк. А как относишься к татарке? Она вообще красотка на самом деле. Вообще красотка. Это а ты очень смешно. Татарский, да. Это я в плане того. Если ты хочешь хайпануть, тебе нужно создать скандал. Это скандал конкретный. То есть такого не... Блин, на татарском языке какая-то девка, да, это все... Ну, мне, с точки зрения музыканта, это продумано. Сделали простую картинку, типа СССРовской, да, там стоят какие-то две тачки, я, пару раз пересматривал это все, стоят какие-то две наши вазовские тачки, типа переделанные, такая Мин Алтын, там, Матур Шашак, сделала именно звучание, ей придало вот это вот, она хайпанула, она молодец вообще, то есть это с точки зрения музыканта, это круто. Мин алтын, Матур Шашак. Ты что-нибудь татарский знаешь? Из татарского языка? Да, добрый день. Как дела? Спасибо, пока. Кстати, когда я хочу куда-то попасть, не знаю, в офис какой-нибудь, если там вижу, что это, татарка сидит, тетенька, допустим, я сразу на татарском, чтобы пустила сразу, да. Да, да. Ой, когда говоришь, вот отлично, да, все, ляпничай, все, давай, заходи. Не, все, это сразу, давай, давай. Вот это тоже... Да, это так смешно. И человек в начале улицы шел,
увидел его, так, как будто бы такой радар, короче, и он начинает по-другому идти. Серьезно? Да, это вообще смешно. Это просто, не знаю, образ, ну, одеваешься, там, кепка, и все. Но люди думают сразу, йо, брода, йо, май броза, йо. Что-то, да, вот идешь прям перед тобой, йо, и что-то несет, я не понимаю. Для меня рэп это вообще... Многие считают то, что рэп это вообще очередной жанр музыки как-то. Я не знаю, как поп, допустим, да, тот же самый, но для меня рэп это... Я воспринимаю это как нечто большее. То, что вот здесь... Это искусство. I crowd the streets, around me chief, and I just been in a dream. My love is free, and wanna you a beast? Huh? Please, somebody help to me. I wanna meet them head to you. I wanna meet you. I'm not home to the addict, but you faggot. Get out the cabinet, put your wall of magic. I own music, imagine, in the love of nature. My rap was a catcher. You got operate by means of a ratchet. In the club, so many hooks catches. In space, cadet, smash it, bitch. Где воздух тише, а мне плевать, богатый или нищий. Я делаю музло для тех, кто шарит в этой нише. За нас решает, как там жить. Уже с пеленок пошли вы, О, стой. Я забыл. Идите нахуй, господа. Да. А может тебе телефон взять? Да, зачем? Это не true. Вот с телефоном в будке это не true. Каждый хочет забраться повыше, покину свой гетто, идут туда, где воздух чище. А мне плевать, богатый или нищий. Я делаю музло для тех, кто шарит в этой нише. За нас решает, как там жить, уже с пеленок. Пошли вы нахуй, господа, я птица вольная. Я не гонюсь за модой и не вгоняюсь в рамки. Пешком от Слободы до центра по берегам Казанки. В таком огромном городе нет места для меня. Душа жаждет свободы, кругом обман и суета. Навязанные устой, нелепые понятия. Зато один есть плюс, мы все друг другу братья. Ехидно улыбаясь, каждой победе радуюсь. Лежат у моих ног, напомнить не пытаются о том, как будут рядом и в горести, и в радости. Ну как пришла беда, братан, прости, мы заняты. Всегда рэп будет делать в Казани. То есть как вот Злой писался в этот микрофон когда-то. Сейчас он шьет одежду, но в этот микрофон до сих пор пишется, между прочим. И то только не писался, и Каста, и я писался, и Резак писался, и пацаны писались. Что слушаю? А как свободное время проводишь? Вот ты ходил, да, сейчас, получается, в джем-бар, вот это место, еще какие клубы, места, где, может быть, вы вместе вот с ребятами с Диагноз Рэп ходите? Караоке. Здесь нет никого, буду только один в городе звезд, метро и машин, счастливых людей, красивых витрин. Каждый уважающий себя исполнитель должен таскать флешечку с собой. На хип-хоп на диване, когда ко мне приходят, да, аукс, у меня есть аукс, я никому не разрешал, потому что я говорю, как так, ты приходишь на хип-хоп на диване, А у тебя минуса есть, у тебя все есть. Тебе он бац не дает. У тебя где минуса? Он говорит, давай с контакта поставим. Я говорю, как я тебе буду с контакта ставить? Ну да. Он говорит, у меня, говорю, мероприятие идет, а ты приходишь здесь, давай с контакта поставим. Ну как бы везде ты причем, у тебя причем они есть минуса. Ты просто не сел, не уделил 10 минут времени, не зацепил ее и не таскаешь. А тебе, может быть, просто оксимироновские минуса таскать, либо там какие-то песни знаешь. А теперь участники Диагноз Рэп. Переплетено. Все переплетено, море не темно, потянется, не потянется клубок, этот мир веретено. Все поделено, ничего теле струной, не топит тетевой, все переплетено. Единый моток, нитяной комок и ситцевый платок. Перекати поле, горе с неба, ветерок, все переплетено, но не предопределено. Это картина мира тех, кто пошли давно, противится как секта. Ведь у всего не единый архитектор. Все. Я как говорил уже, то что я его слушаю с 4 класса, но я его не делал своим кумиром. То есть я следил за его творчеством, мне нравится он как личность. По крайней мере, все, что он говорил в своих треках, он до сих пор это делает. И то есть последний его трек, Dark Side вроде он назывался, там были строчки такие, они почему-то очень запоминаются вообще.
То есть он говорил, мой второй альбом это эталон, либо в это нос головой ты говно, либо гений среднего не дано. То есть он выпускает второй альбом, и он сразу же завоевал миллионы сердца. Ну, сердец. Вот это дурное Я влияние. вас папу подкатывать научил. Я где-то с ее подругой мутил. С какой подругой? С фанаткой. С фанаткой? Подруга, громко сказано, братан. Вы что, вне студии еще общаетесь? Ну, он у меня же дома записывался тоже. А, ты же мне говорил, что в чате только вы пишетесь, видимо, еще кому-нибудь Да, общаетесь. мы вообще только мы скидываем, что у нас что-то новое вышло. Остальные вообще Остальные вообще не оценивают. Ну, Санек с Маратом зазнались. Зазнались. То есть он тебя еще и жизни учат, не я. Да. Понятно все. Я тебя многому поэтому я несовершеннолетний. Ты несовершеннолетний, ты не ребенок, я это поняла. Ты 3 раза это сказал. Тебе стукнет 16, я уведу тебя в клуб. Мы с тобой Я почти нажрёмся. каждый день бываю в клубах. Мы с тобой поиграем в литербол. А что ты делаешь в клубе? Ты все снимаешь, а да? что там делаешь? Шикарно. Кем? В клубе работаешь? Кем? Ну я же ведущим собираюсь быть. И сейчас ты вчера писал, что ты в Корстене. А что ты там делал? Прослушивание было. А, вот у Решата? Там? Решата, да, у Решата. Ты там будешь Вы мастер? снимаете? Да, ты мастер-класс будешь вести там? Короче. Да. Будешь учить людей? Ой, буду учить маленьких детей. Ну, и основная цель это не научить детей петь, так скажем. Это основная цель, это раскрепощение детей. Круто, 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 я сейчас вам подбегу. Может быть, кто-то в 9 лет узнает о рэпе, и ему это понравится, и он, может быть, всю жизнь свою свяжет именно с музыкой, с рэпом. Что такое вообще рэп? Само понятие этого слова. Рэп — это наброски некого речитатива на определенный бит. Бит — это основная составляющая вообще всего трека. То есть снэп, бочка и... We just met and I just fucked you. That you know once they know. Shake it, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. So that's your want it on the fucking one way go. I know you want me, baby. I think I want you too. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come here and save this world. I wanna grow together. Let's let our love. Как бы люди до сих пор не привыкают. А это жарко, это ну, обидно, что не привыкают всегда. Ну, странно смотреть. Бывает, ну, не то, что даже бывает, почти каждый день приходится услышать, ну, какие-то неприятные слова. Бывает даже до драки и идет, так что... Нет, а вот неприятные слова, это как вот просто совершенно незнакомые люди, что ли, говорят? Да, незнакомые на улице, просто идешь в магазине, гуляешь, просто кто-то может просто говорить, что он думает о тебе, и вот неприятно. Ну, как бы, когда я один еще, ну, у меня музыка, я, ну, одеваю наушники, иду просто, я не обращаю внимания, как все говорят, не обращай внимания. На самом деле сложно это. Но это как можно не обращать внимания? Это невозможно. Это, по-моему, это просто эти люди не понимают, они не знают, что сказать. Вот. Так что это, ну вот это самое больное место, на самом деле. И еще когда мы вместе, это, ну, еще сложнее, потому что мне нужно ее защитить. И как бы я даже не знаю как. А я не знаю как. Если нужно бить всех, то я не знаю бить всех, но не знаю, половину сами, наверное. Так что, ну,
приходится не обращать внимания. Делать вид, что ты не обращаешь внимания. Да, но это обидно, это очень сильно задевает. Еще, ну, когда я, ну, как мужчина, когда я не могу защитить ее, это еще хуже, потому что, ну, как, ну, бывает, я сижу, думаю, почему так получается, как можно, ну, допустим, эти движения, типа, неонацизм, допустим, да, я на самом деле это не понимаю, потому что, судя по истории, это не должно быть здесь, точнее, потому что, ну, Россия, она была против нацистов, и когда я понимаю, что какой-то, человек, то есть русский, идет, ну, передо мной и мне делает знак, что он нацист. Да, это оскорбление для меня, но для него это еще хуже должно быть, потому что у него по-любому какой-нибудь родственник умер на войне, и как бы это для меня это непонятно.